Мыслеформы осуждения. 12 мыслеформ нануков. В данном послании мы продолжаем раскрывать для вас понимание того, как анануки способствовали формированию человеческих программ и стереотипов мыслеформ, лежащих в основе текущих кармических событий в жизни человека, а также причин войн и болезней среди людей на Земле. Мы помогаем людям, стремящимся к вознесению, полнее раскрыть в себе картину всей человеческой родословной, кармическую первопричину, с целью ее осознания, полного понимания, принятия, преодоления и полной трансформации. Мы вскрываем те мыслеформы, которые несут в себе коды разрушений, причинения вреда, для выведения их из сферы бессознательного, для их полного осознания. Мыслеформы вызывают к жизни тот или иной опыт. Когда преодолевается мыслеформа, соответственно, изменяется переживаемый опыт. Ибо именно мыслеформа вызывает опыт, или по-другому, создает ситуации в ваших жизненных реалиях. Мы видим многих, кто считает, что они не причиняют вред, и к своему великому сожалению, все же причиняют его бессознательно. Почему так происходит? Потому что нельзя выразить намерение применительно к другому плану реальности, а лишь к тому, где вы существуете. Однако можно изучить мыслеформы, вызывающие бессознательное причинение вреда, и принять решение их преодолеть, в результате чего прекратится связанное с ними бессознательное причинение вреда. Когда кто-то стремится растворить мыслеформу, он при этом трансмутирует вибрации, на которых эта мыслеформа существует в поле и ауры, чакровой системе, тонких телах и эфирном теле. В конечном итоге, это переходит в физические изменения, в рамках биологического вознесения. Архетип Афина. Богиня мудрости, ремесел, военной стратегии и тактики. Сердечная коммуникация. Я захватываю истину другого, или я не обладаю истиной, или отвергаю свою истину, отдавая ее другому. Стереотип. Соперничество, спор, словопрение, полемика, дебаты, конфликт, поединок, дуэль, спорт, соревнование, состязание, сопоставление, противопоставление, противостояние, перепалки, пререкания, сплетни, кривотолки, пересуды, злоязычие, уязвление, разлад, раздоры, критика, оценка, суд, осуждение, унижение, вина, обвинение, приговор, наказание, проклятие, укоры, упреки, позор, стыд, смущение, стеснение, комплекс неполноценности, несостоятельность, поношение, нецензурная брань и нецензурные выражения, гордость, гордыня, слава, почет, превосходство, высокомерие. Изнывая от скуки, анануки решили спроектировать грандиозный проект, миниатюрную плеядианскую цивилизацию на Земле, сформировав ее из группы специально отобранных рабов. Данный проект разворачивался в регионах, близлежащих к Олимпу, в настоящем времени, известных как Греция, Италия. До известной степени, рабам доверили технологию и обучили политической и экономической системе, имевшей параллели с плеядианской. Так зародилась цивилизация Древней Греции и Римская империя, где берут свое начало современные технологии строительства, законы, политика, экономика, искусство, образование и спорт. Греческая и римская цивилизация была создана на основе мыслеформы соперничества и сформировала современную систему агонистики, систему физического образования, в основе которой лежали регулярные тренировки, состязания, соревнования, противостояние, соперничество.
В этой созданной миниатюрной плеядианской цивилизации принцип противостояния, соперничества, имел большое значение. Все крупные города, полисы, все граждане, рабы, Древней Греции и Рима соперничали между собой и стремились прославиться своими достижениями в войне, спорте, образовании. Рабы, созданные плеядианской греко-римской цивилизацией, жили в гораздо более комфортных условиях, созданных для них богами, нежели их предки. Ану любили наблюдать своих рабов и получали от этого немалое удовольствие, часто посещая их рестораны или удостаивая своим присутствием их спортивные и музыкальные фестивали. Плеяды были далеко от Земли, и чем более развитой становилась цивилизация рабов, тем все реже и реже осуществлялись визиты домой в Плеяды. Все рабы относились к семейству Ану, как к членам королевской семьи, считая их богами и богинями. Греческая, римская, скандинавская, славянская и ведическая мифология основана на эпохе Ану и была настроена на нее, как на грезу для цивилизации рабов. Эта греза продолжала вещаться на все эти регионы, и далее, после произошедшего ядерного холокоста Ану, происшедшего 120 тысяч человеческих лет назад, вплоть до момента современной истории человечества. Афина была женой Зевса. Их длинный брак, продлившийся 3000 лет, закончился в постоянных разногласиях и раздорах. Некоторые скандалы заканчивались для Афины тяжкими побоями. Афина стремилась доказать Зевсу, что достойна его и достаточно красива для того, чтобы оставаться в его жизни единственной и неповторимой. Увы, этого никогда не было, и после завершения развода, Афина больше никогда не вступала в брак за всю свою оставшуюся жизнь. Она умирала, с горечью чувствуя себя отклоненной и нелюбимой. Афина попыталась себя реализовать в создании для рабов образовательных программ. После того, как развод с Зевсом завершился, она всецело погрузилась в цивилизацию рабов, обучая их наукам, политике, риторике, экономике, истории, философии, религиям, которые, так же как и искусство, танцы, музыка и театр, были плеядианской производной. В результате, образование стало важной основой рабской цивилизации. Рабы нуждались в образовании, поскольку их нисходящие голограммы оставляли после рождения такое малое количество воспоминаний о чем-либо, что их необходимо было учить читать и писать, а также говорить. Афина закончила свою жизнь в эвтаназии, в возрасте 8600 лет. Она оставила ребенка, Афину II, передав ей свои обязанности. Афина II вышла замуж за Зевса II, ребенка Зевса и Гестии. И хотя они были братом и сестрой по отцу, такой тип брака позволялся, согласно плеядианскому закону. Афина II и Зевс II также периодически ссорились по поводу его беспорядочных сексуальных связей. Их скандалы нередко приводили к избиению Афины II. Однако Афина II никогда не разводилась с Зевсом II и произвела на свет 4 потомства, 2 из которых стали Афиной III и Зевсом III. Дети были очень похожи на родителей. Афина II и Афина III продолжили фокусироваться на образовательных системах для рабов, принимая эту деятельность как свое главное выражение в жизни. У людей, выражающих этот первичный стереотип Афины, могут быть неустойчивые отношения, в которых присутствует тенденция к физическому и эмоциональному насилию. Нередко желание поддерживать отношения служит причиной оскорбления в их стремлении восстанавливать союз, несмотря ни на что. Супруг может периодически обманывать партнера, который несет в себе архетип Афины.
Данный архетип также ведет к проживанию опыта своей бесполезности, несостоятельности в отношениях или в семье. Те, кто проявляют мудрую сторону первичного стереотипа Афины, скорее всего, вовлечены в образовательную систему текущей парадигмы. Этот архетип может быть выражен в качестве педагога или преподавателя какого-нибудь учебного заведения. Иногда, данный архетип достигает властвующего положения с ученой степенью, что обусловлено их ученостью. Вместо того, чтобы воевать, этот первичный характер стремится договариваться, а также понимать позицию другого, посредством своих интеллектуальных домыслов. Образование – это система приобретения внешнего знания. Приобретение внешнего знания стало частью жизни рабов. Они не рождались знающими, но получали запас сведений в виде образования. Это являлось прямым результатом того, насколько сильно был урезан генетический материал рабов, как при создании, так и в процессе жизнедеятельности данной расы. Значительная часть времени и усилий ананоков уходила на обучение рабов, до такой степени, чтобы рабы правильно их обслуживали, и сообразно желаниям ананоков. Вот откуда исходит концепция науки и получения образования. Красная раса, с другой стороны, была заинтересована в знании не приобретенном, а врожденном. Такое знание возникает как понимание или осознание, лежащее внутри генетики, которому не надо обучаться. Если человек настроится на природу, она покажет ему, где находится пища, кровь, где он найдет защиту от определенных погодных явлений или других природных катастроф. Повторим, что подобные знания исходят изнутри и через единение с природой. Обладая внутренним знанием, человек следует собственной истине. Эта истина уникальна, и нет необходимости спорить, бросать вызов, доказывать, противостоять, приводить в замешательство или недооценивать другого, поскольку у каждого есть собственная, только ему присущая истина и понимание. Каждый привносит свои знания на пользу целого, позволяя этому целому гармонично и сбалансированно существовать. Это работало во многих красных племенах, вплоть до недавнего времени. В современной человеческой цивилизации знания приобретаются в институте, университете или обучением у какого-либо гуру, учителя, эксперта. Это напрямую связано с внедренным в умы рабов убеждением, что мудрость не является врожденной или усвоенной в ходе жизненного опыта, а должна приобретаться в учебных заведениях, что является мыслеформой, предназначенной для рабов. В современном обществе, еще в детстве ребенок попадает под влияние вредных фраз и установок родителей, родственников или школьных учителей: без диплома ты никто. Бюрократия и концепция документов, паспортов, впервые возникла в полисах Древней Греции, где специальные таблички выдавались состоятельным гражданам, владельцам недвижимости и рабами, но не женщинам, не рабам или бедным членам общины. В Древнем Риме гражданство было привилегированным политическим и правовым статусом, предоставляемым свободным лицам, которые имели полное право голосовать, владеть недвижимым имуществом и сочетаться законным браком, остальные – нет. Отсюда выражение «без бумажки ты букашка». Увы, вознесение, мудрость и мастерство не могут осуществиться благодаря ученой степени, регалиям, статусам, документам, приобретенным, купленным в университетах, у гуру или у кого-либо еще. Самосовершенствование идет изнутри, при получении доступа к собственному родовому знанию о том, как преодолевать, трансформировать, изменять мыслеформу. Римское право, в настоящее время, является прообразцом современных правовых государственных систем.
Основным принципом римского права является утверждение, что государство есть основной инструмент решения всех вопросов жизнедеятельности людей. Принцип осуждения, обвинения и наказания путем изоляции, унижения, причинения боли и страданий, вплоть до полного уничтожения, лежит в основе современных человеческих законов. Принцип «разделяй, унижай, уничтожай и властвуй» повсеместно принят за норму гражданского взаимодействия. Такой подход к коррекции поведения граждан государств приводит к еще большей деградации общества, потому что разделение и изоляция людей не приводит к пониманию ими своих уроков, но еще более ожесточает противостояние и вражду между классами, кастами, людьми, их группировками. И вместо того, чтобы наказывать, подавлять и разделять, человечеству необходимо проявить волю к объединению, единству, почитанию, уважению и полной согласованности интересов всех членов общества. Люди, ведущие свою родовую линию от рабов, лишены способностей к вознесению или трансформации мыслеформы. Таким родовым линиям уготовлено вымирание в связи с вознесением Земли. В этой ситуации, при вознесении нескольких поколений, произойдет возврат к врожденной истине и знанию, не требующим ни диплома, ни образования, поскольку это вновь станет частью биологического наследия всех будущих людей, каждого человека. Цивилизация греко-римских рабов на первое место ставит ум, риторику и физическую красоту. Игра, гимнастика, танцы создали понятие физического идеала, канона красоты. При учебных заведениях создаются купальни, бани и бассейны. Гимнастика происходит от греческого «обнаженный» и означает любовь и преклонение греков перед сильным, красивым телом. Греки считали, что одежда мешает и даже ослабляет физические способности людей. Культ атлетизма, культуризм, бодибилдинг, который был так популярен в 90-е годы современности, зародился именно в эту эпоху и ярко проявился в современном образе жизни человека. В искусство скульптуры приходят идеалы физического тела, накачанного объемными мышцами, а также различного рода демонстрации мускул, частей атлетического тела, конкурсы идеалов мужской и женской красот, мисс, мистер Вселенная или мира. Греки во время спортивных игр не только не стыдились обнажать тело, но и обладатели лучших гениталий пользовались признанием как у ярких богатых женщин, так и у лучших скульпторов. Олимпийские игры сегодня – наиважнейшая лакмусовая бумажка, отражающая политику и философию современных общественных элит, рас и рабов. Важной частью воспитательного комплекса греков и римлян был спорт. Спорт – организованное по определенным правилам развлечение, игра, состоящая в сопоставлении физических или интеллектуальных способностей. Спорт – не от слова «физическая культура», а от слова «спор» – состязание. Состязание, соистязание. Вот чем занимаются в спорте. Вместо того, чтобы способствовать поддержанию истинной физической культуры, современный спорт – это физиологическое самоистязание. Для нануков спорт являлся прежде всего инструментом контроля над рабами, предотвращая таким образом массовые выражения недовольства и восстания. Важную роль играли различного рода спортивные игры. В годы своего расцвета Греция учредила знаменитые Олимпийские игры. Во время игр горел олимпийский огонь, вечный огонь Гестии. Участвующие в состязаниях должны были доказывать, что они чистокровные эллины. Участие человека в играх стоило денег, и немалых.
Первые олимпийские состязания происходили прямо на Божественном Олимпе, когда во время игр присутствовали боги, анануки. Вполне серьезно и откровенно здесь ставили вопрос о прямой зависимости здоровья общества, как и его политической системы, от генетической чистоты нации. Некоторые считали ниже своего достоинства участвовать в соревновании, где выступают атлеты нечистого происхождения. И именно здесь впервые массово опробируется теория расовой гигиены, родовая и расовая политика как составная часть нацистского мировоззрения, сыгравшая ключевую роль в истории Третьего Рейха. Практики евгеники, улучшения рода, следовала и Спарта. Спарта была колонией, где относились особенно строго к воспитанию и обучению. Главная цель, которую преследовали тут, добиться от рабов беспрекословного послушания и выносливости, привив рабам науку побеждать. Записи говорят, что там жестко следовали концепции улучшения рода. Девочек с детства приучали бегать, бросать диск, кидать копье, чтобы те развивались наилучшим образом, и благодаря крепости тела, могли рожать удачно и легко. Им строго запрещалось баловать себя, вести изнеженный образ жизни, сидеть дома. Как и мальчики, девочки должны были являться во время торжественных процессий, без платья, плясать и петь на праздниках, в присутствии и на виду многих молодых людей. Главной их задачей было рожать крепких и здоровых мужчин, что затем станут прекрасными воинами. Греки особенно любили различного рода развивающие игры, упражнения в танцах, музыке. На играх демонстрировали не только физические, но и умственные таланты. Предки, которых мы знаем под именами философов, Сократ, Платон, прежде всего были атлетами. Спорт был не только в моде, но и считался обязательным для тех граждан, кто хотел отличиться в общественной жизни, политике и на войне. По ранним законам, установленным анануками, Элида, как священная страна, не должна была подвергаться нападениям или вторжениям во время игр. Наиболее известен из победителей спортивных игр – молодой Аристокл. После успехов в борьбе и триумфа на Истмийских играх, он занялся наукой и стал известен во всем мире уже как Платон. В школах Греции возникли специализации педагогов. Необразованный человек, не умеющий писать или плавать, считался калекой. Детей приучали выражаться резко, но в изящной и изощренной манере, называемой искусством риторики, в немногих словах донося многое. Один из них – великий Геродот, прибывший в Элиду из Карии, в 77-ю Олимпиаду. Он читал тут перед всеми собравшимися на игры греками свою знаменитую и сочиненную историю. Ораторское искусство стало наукой. В Афинах, во времена Сократа, начали сочинять и записывать судебные речи. Даже самой мудрости впервые начал публично обучать Афиногор, открывший свою школу в Афинах. В религии, изобразительном искусстве и музыке было положено начало канонам, совокупности твердо установленных правил, определяющих в художественных произведениях нормы композиции и колорита, систему пропорций, либо иконографию данного типа изображения. Появились произведения искусств, служащие нормативным образцом для многих поколений художников, скульпторов и музыкантов. До сих пор многие современные нормы берут свое происхождение из античных канонов, такие как идеал красоты. Соперничество в искусстве стало распространенной практикой, учитывая субъективность, связанную с оценкой того, кто впереди, а кто отстает, среди современников, или же в глазах потомков. В литературе и искусстве появилась новая профессия – критик. Мысли форма соперничества, противостояния,
соревнований, полемики и грубой, оскорбительной, саркастической риторики, острой аргументации, высокомерия и осуждения, привели к распрям, вражде, распространению ненависти, вражды и войнам повсеместно. Мысли формы соперничества, противостояния, высокомерия и гордыня экспортировалась и распространилась далеко за пределы колоний греко-римских империй, и до сих пор управляет современными людьми, берущими свое начало в родовых линиях расы рабов. Все заметнее становился глубокий разлад между греками. Так, и Сократ, критикуя условия жизни, сказал, что народ покончил с обычаем заниматься физическим воспитанием и музыкой. Он понял, что не достигнет с их помощью счастья, и поэтому счел, что все эти занятия не прекрасны. Состоятельные рабы, обогатившись, ожирели и стали игнорировать утомительные тренировки в беге или борьбе. Тогда еще не имелось роскошных машин, но к услугам разбогатевших на славе рабов в то время был экипаж, роскошное средство передвижения. Образ жизни рабов поменялся. Одни предпочитали уделять время таким увеселениям, как пиры, кутежи, женщины, грубые забавы. Другие желали обратить взор к наукам, философии и поэзии, будучи, прямо скажем, невысокого мнения об атлетах, спортсменах, их уме и способности словесно выражаться. Мысли формы соперничества, гордыня, критики, высокомерного оценочного суждения, осуждения, ненависти и вражды, прочной и обширной паутиной окутала массы одурманенных славой, деньгами и почетом рабов, граждан Древней Греции и Рима. Рабы сами стали рабовладельцами. Со временем, спортивные игры стали обычным массовым зрелищем, превратившимся в театрализованную постановку, где одни соревнуются ради славы, почета и денег, а бездействующие зрители составляют пассивное большинство. Спорт все более и более стал превращаться в нездоровый бизнес, в зрелище, на потеху толпы. Выражение «хлеба и зрелищ» используется для описания римской государственной политики покупки одобрения граждан, раздачами подарков, денег и продуктов, а также цирковыми представлениями, захватывая и удерживая таким образом энергию человеческих масс, сохраняя для себя силу и власть, как в Древней Греции и Риме, так и на протяжении многих лет современной человеческой истории. Политика, наука, образование, риторика, так же как и спор, превратились в не просто в состязания, но вышли далеко за рамки соревнований и превратились в разновидность войн, инструменты разжигания ненависти и вражды. Так, греки и римляне создали те традиции, которые позже были пролонгированы на поколения современной человеческой цивилизации. Дух соперничества за власть присутствовал во всем семействе Нанук, и в особенности проявился в паре брат-сестра, Мердука и Инанна, что в итоге привело к длительной, затяжной войне, закончившейся ядерным холокостом. Люди с первичным характером парного соперничества имеют тенденцию соревнований между людьми с родственными связями типа брат-брат, сестра-сестра, брат-сестра. Мысли формы оценочного суждения заставляют человека соперничать, оспаривая чужую истину, или противостоять ей, считая неполноценной как саму истину, так и само человеческое существо. Это также является основополагающей мыслеформой принятого извне, или теоретически выученного внешнего знания. Стремясь к власти, заблуждаясь в своем высокомерии, человек может считать себя исключительным, особенным, наиважнейшим, главенствующим и полностью состоятельным. Другой человек, также заблуждаясь, считает себя несведущим, несостоятельным, и будучи таковым, он ощущает себя незначительным, жалким, неполноценным.
Эта мыслеформа ставит человека в тупик относительно того, что есть истина, и в этом положении он утрачивает истину, путь, или связь со своим истоком, и «я есть» присутствием. Мыслеформа гордости, гордыня и высокомерия, соперничества, оценочного суждения, критики, осуждения, порождает мыслеформу разделения, отвержения, отторжения, отталкивания, блокирования, изоляции того, что не принято, осуждено, исходя из своей собственной умственной концепции, и назначено к наказанию или уничтожению, что является актом причинения вреда, прежде всего себе и всему, что есть. Мыслеформа разделения нарушает целостность, единство, разрушает, расщепляет, делит, раскалывает на части, принося в человеческую реальность явление боли, болезни и страдания. Мыслеформа суждения, осуждения, вины, стыда, обиды заставляет раскалывать, разрывать, одновременно как свое собственное энергетическое поле, так и поле другого, неся этим боль и страдания всему, что есть. Страдания и боль приобрели на Земле эмоциональную и физическую природу. На бессознательных планах боли, посвящаемые, найдут разнообразные тягостные бесконечные повествования, от несчастных случаев до причиняющих боль отказов. На плане страдания, посвящаемые, обнаружат непрерывные саги о страдании, начиная со зверских пыток, до потери любимого, или физических страданий, испытываемых при болезни. На плане боли и плане страдания, посвящаемые, найдут также расколотые части самого себя, своего внутреннего ребенка, души, фрагментированных опытом, причиняющим боль на Земле. На планах боли и страданий содержится заблокированная информация о боли и страданиях души, испытанной ей в болезненном жизненном опыте. Если эмоциональные раны, болезненные воспоминания или память страдания не высвобождены, не интегрированы на сознательном уровне, неосознанны, им предназначено повторяться вновь и вновь. В процессе вознесения фрагментированные части индивидуальности, внутреннего дитя и души высвобождаются из бессознательного, воссоединяются и снова интегрируются в форме. По этой причине процесс вознесения может быть существенно болезненным, в особенности для тех, кто обладает эмпатией и глубоко чувствует. После 1024-го посвящения вы обнаружите, что достаточно освободились от боли, как на биологическом, так и на душевном уровне, в результате чего более поздние посвящения станут более мягкими, менее болезненными. Нельзя сказать, что более поздние посвящения легче, просто причиняют меньше боли. Кумара боли и страдания порой могут попытаться устрашить посвящаемого при прохождении ими посвящений, испытаний, экзаменов, посылая посвящаемым во снах видения, где им могут показать испытания и кармические ситуации, требующие осознания, такие как несчастные случаи или эмоциональные травмы, неприятие любимых. Если посвящаемый впечатлится страхом и ожиданием худшего от увиденного, он может действительно создать это явление в своей жизни, и создав его, он создает его переживания. Когда посвящаемый берет подсознательный контроль свое энергетическое поле и удаляет из своего присутствия таких сущностей, как кумары, подобное видение оставляет его, вместе с их источниками. Когда посвящаемые преодолевают посвящение 5024, освобождаются все соглашения с кумарами, а вместе с ними и убеждения в появлении боли и страдания. Освободившись однажды от навязанной религиями веры в необходимость боли и страдания, Бог терпел и нам велел, Бог страдал и нам велел, посвящаемый не создает более болезненных явлений эмоциональной или физической природы в своем жизненном пространстве.
Разбирательства, разборки и оценивающие мысли создают соревнование и конфликт. Соперничество является результатом убеждения, что кто-то знает больше, или лучше другого, или меньше другого заслуживает, или имеет меньшую значимость. Кумары создали соревнования во всех формах: между нациями, расами, женщинами и мужчинами, между родовыми линиями, друзьями или коллегами, наконец, между странами. Соревнования, установленные Кумарой суждения, выражалось в войне, бедности, голоде, массовом уничтожении, проявляемых человечеством на опыте, и в массовом сознательном видении. На бессознательных планах суждений посвящаемые обнаружат бесконечные критические и осуждающие повествования всех видов, от увольнения с работы, обиды, осуждения родителей, ребенка, и отвержения одним возлюбленным другого, потому что они недостаточно идеальны. На плане бессознательного суждения посвящаемые обнаружат, что все войны, когда-либо проявленные на Земле, продолжают проявляться в физической реальности, вновь и вновь. Посвящаемые обнаружат, что части их собственной истины, части их индивидуальности, внутреннего ребенка и души, фрагментированные во время их осуждения или умаления, были захвачены бессознательным планом суждения. В процессе вознесения эти фрагменты восстанавливаются и снова понемногу интегрируются в индивидуальности и форме. Кумары суждения часто входят в энергетическое поле людей, привнося мысли формы осуждения себя и окружающих людей. Когда посвящаемый обретает контроль над своими границами и выводит таких сущностей за пределы своего присутствия, одновременно его оставляют оценивающие мысли. Преодолевая посвящение 5024, посвящаемые поднимаются в высшее суждение, вообще. Поддержание состояния непричинения вреда требует, чтобы посвящаемый наблюдал, фиксировал свои мыслеформы и не концентрировал свое внимание на каких-либо оценивающих мыслях, потому что посредством этих мыслеформ один человек разрушает энергетическое поле другого, и тем самым энергетически заякоряет, заземляет причинение вреда. Постоянная сердечная коммуникация «я захватываю истину другого» или «я даю истину другому» заставляет посвященных с этими голограммами забирать истину других людей и отдавать кому-то другому свою настоящую истину из убеждения, что у них отсутствует собственная внутренняя истина. Другими словами, это не что иное, как стереотип гуру, в котором происходит конфискация истины другого человека. Впрочем, данная голограмма обычно не создает гуру как такового, а скорее человека, мужчину или женщину, который становится у гуру ближайшим помощником. В сущности, такой человек забирает все истины окружающих учеников и передает их гуру. При этом, гуру олицетворяет собой соединение всех истин, собранных через помощников с данной голограммой. В итоге, нет собственной истины ни у гуру, ни у собирателя истин. Многие, кто выказывают такое поведение, идут от одного учителя к другому, всегда ищущие вовне, но никогда не находящие истину. Почему? Потому что истина заключена внутри них самих, но сначала нужно прекратить забирать истины у других, или отдавать свою для подключения к гуру, а затем надо углубиться внутрь себя и раскрывать собственную истину. Посвященным необходимо преодолеть бессознательную мыслеформу оценочного суждения, осуждения, споров, обвинения, противопоставления, возмущений, недовольств, раздражений, высокомерия, исключительной важности и самонадеянности, а также стыда и вины. Преодоление мыслеформы собственного превосходства, исключительной важности или несостоятельности происходит путем познания,
и принятие как своей истины, так и истины каждого живого существа, сбалансировав себя в универсальной истине единого. Станьте наблюдателем за своими собственными бессознательными проявлениями, осознайте в себе присутствие мысли формы борьбы, тотального соперничества, как часть своей древней наследственности. Уберите все суждения. Повторяем, все суждения себя, своих древних предков, людей, ситуаций и всего, что есть. Как только блоки рассредоточатся, бессознательное сможет интегрироваться на физический план для его полного осознания, и раскроется кармическая информация прошлых воплощений, как ваших собственных, так и ваших предков, и могут нахлынуть сильные эмоциональные переживания всего, что испытывали вы или ваши предки за время воплощения на Земле. Отстранитесь от поляризованного суждения, навязанного вам институтами государственного, национального, религиозного, социального и семейного образования, эзотерическими школами «хорошо», «плохо», «правильно», «неправильно», «верно», «неверно», «черное», «белое», «свет», «тьма», «бог», «дьявол». Все стереотипы маятниковых концепций отложите в сторону. В должной мере, каждому посвященному, необходимо различать между качественной оценкой и суждением. Качественная оценка – это нейтральное по своей природе действие по развлечению или наблюдению. Суждение же является результатом поляризованной оценки, имеющей эмоциональную окраску «хорошо», «плохо», «нравится», «не нравится». Когда человек поднимается над мыслеформами поляризованных оценок, то в своем восприятии он может быть нейтральным, центрированным, сбалансированным в единстве противоположностей. Для того, чтобы человек мог понять, когда он теряет нейтральность в конкретной оценке, ему необходимо наблюдать все свои эмоции. С помощью эмоционального тела человек распознает свои ощущения как плохие или хорошие, и может понять, когда осуждает, а когда нет. У некоторых из вас эмоциональное тело было настолько разрушено, разорвано или сжато, что утраченная способность целостности ощущения отсутствует до сих пор. Необходимо сконцентрироваться на восстановлении эмоционального, астрального тела. Без способности чувствовать, человек не может обладать всесторонней способностью различать свои состояния, и поэтому не может сказать, когда он выносит суждение, а когда нет. Каждого из вас мы просим выразить намерение полностью восстановить свое эмоциональное тело и способность ощущать все эмоции, испытываемые в человеческой форме. Только с помощью полноценно функционирующего эмоционального тела вы сможете обладать эмпатией, чувствительностью, проницательностью, необходимой для достижения более целостного и гармоничного состояния. Предлагаем практиковать медитации с символами языка света и языка единого. Предлагаем сердечную коммуникацию «Я есть истина», и я выражаю намерение раскрыться моему собственному внутреннему знанию. Позволит вам раскрывать собственную внутреннюю истину и мудрость вашего рода. Для этого необходимо перефокусировать энергию таким образом, чтобы становиться направляемым изнутри и ориентированным внутрь себя человеком, а не тем, кто ищет вовне и всегда пребывает в ожидании милости, подачках Бога, богини, или в поисках совершенного духовного учителя. Акцентирование на внутреннюю реальность требует от посвященного раскрываться не физическим планом, раскрываться бессознательному с тем, чтобы можно было более легко слышать собственное руководство. Намерение «Я есть выраженная мудрость» позволит протекать через себя мудрости собственного руководства, чтобы более легко осознавать собственную истину изнутри.
Когда человек начинает осознавать стереотипы, заставившие его верить, что то или это является его истиной, и начинает вмещать истину души в форму, появляется возможность начать проживать истину души на земле. Дорогие, сейчас мы скажем вам то, что является очень важным для вас. Истина души связана с частотой вибрации. Некоторые вибрации даются при одних условиях и усилиях, на физическом плане, другие – при других условиях и усилиях. Душа всегда выбирает форму, находящуюся в резонансе с тем усилием, которое она хочет манифестировать. Однако, такая манифестация должна приносить форме радость, иначе душа не сможет действовать через эту форму. Это происходит потому, что душа понимает только радость, и если тело не испытывает радости, душа не может им воспользоваться. В процессе вознесения, жизнь в соответствии со своей истиной, связанной с освобождением от ложных концепций ума, с тем, чтобы могла проявиться подлинная истина. Иногда, очищаясь от ложной истины, человек после 20 лет брака может обнаружить, что не любит своего супруга, и уйти от такого неудовлетворительного союза, и найти более радостные занятия. Или, возможно, обнаружит, что его 20-летняя работа не удовлетворяет его, оставить эти усилия и создать то, что приносит радость. Иногда все сферы жизни человека меняются одновременно. Мы знаем посвящаемых, достигших состояния бодхисаттвы, и неожиданно для окружающих, оставивших свой 20-летний брак, карьеру, недвижимость, и переселившихся в необитаемые места. Это объясняется тем, что их предыдущие занятия не приносили им радости, а новая жизнь приносит. Вознесение, связанное с освобождением от всех устаревших стереотипов, препятствующих вознесению, и причиняющих боль и страдания, с переходом в состояние постоянной радости и изобилия. Освобождение от самонадеянности несет дары истинной мудрости, неограниченного знания и независимости. Неограниченное знание проистекает из понимания того, что все знания, необходимые человеку для развития, будут даны ему по его просьбе и придут к нему изнутри. Ему нужно искать эту информацию не у других, а у своего «я». Такова истина души. Таковой истина души была всегда. Мы надеемся, что эта информация была полезной для вашего индивидуального пути вознесения. Каждый может использовать эту информацию, насколько она резонирует с вами. Мы благодарим и благословляем вас.